И отсюда очень важное правило. Не надо никого спасать и никому ничего объяснять, помогать и доказывать. До тех пор, пока человек сам к вам не придет и не спросит. Это наш мозг. Мы сейчас чуть-чуть, очень коротко проговорим про него, насколько это удивительный аппарат, у которого по факту есть 3 части. Это неокортекс, наш новый мозг, который сформировался самым последним. Это такой младший братишка, которым все управляют, и ему достается меньше всего по факту, да. И вот этот неокортекс, это как раз-таки и есть наши мысли, слова, то, что мы осознанно считаем своей жизнью, то есть, с чего мы принимаем какие-то решения. Дальше у нас есть лимбический мозг, лимбическая система, это наши эмоции, это наши чувства. Это когда мы эмоционируем, и все это запускает какие-то реакции. И есть рептильный мозг, самый древний. Это как вот самый-самый старший брат, который на самом деле управляет всем. И здесь, знаете, такая вот работает дедовщина, потому что этот рептильный мозг формировался миллионы лет, и его задача — выживание и продолжение рода. Нашему неокортексу, это где-то 5, 10, 15%. Хотя если мы развиваем свой неокортекс, мы постоянно самообразовываемся, учимся, узнаем что-то новое, мы можем доводить наш уровень осознанности до 30%, то есть управлять своими действиями. Вы можете заметить, что вы о чем-то думаете, у вас там постоянно летают какие-то мысли, но вы большинство дел в течение дня делаете на автомате. Вы не задумываетесь о том, как там вести машину. Вы можете... Сначала, когда вы учились, вы задумывались, но потом вы делаете это на автомате. Заводите, едете, поворотники. И вот вся наша жизнь, она на самом деле в большинстве случаев проходит на автомате, на каких-то автоматизмах. И понимание работы нашего мозга, это, очень тоже большая история, огромная, о которой нужно рассказывать. Я вам сейчас в общем картинку, создаю, как это все работает. Ведь мозг, он просто находится в черепной коробке, в темной, он ничего не видит. И он просто обрабатывает информацию, и таким образом вы выдаете в жизни то, что вы выдаете. Если это разложить еще чуть глубже, то есть вот такая вот пирамида, ее автор Роберт Дилс. Это по факту уровни работы нашего мозга, как мы принимаем решения, как мы думаем, как мы получаем в жизни результат. И у нас есть уровень результата в жизни, то есть что мы имеем сейчас. У нас есть уровень действий, что мы делаем для того, чтобы получить результат. Вот сейчас, внимание, если нас результат не устраивает, то, поднимаясь на ступень выше, мы должны оценить, что мы делаем, что нас не устраивает результат. Если мы это осознаем, мы можем скорректировать наши действия, и тогда поменяем результат. Но вы же все сталкивались с этим, что мы вроде начинаем правильно питаться, но мы срываемся, возвращаемся назад. Вроде начинаем что-то делать, но потом срываемся, возвращаемся назад. То есть действие, это грубо говоря, осознанно мы... Свет погас. Смотрите, результат, что имею, потом идет уровень действий, что мы делаем для результата, потом идут наши стратегии и навыки, это то, чему мы обучались, что мы познавали, то есть что мы умеем, из этого мы делаем действия, получаем результат. А вот выше начинается очень интересно. И самое, что вот здесь стоит отметить, вот эти 3 нижних уровня, это наше сознание, это как раз-таки и есть вот наш неокортекс. Это вот есть наш неокортекс, вот этот вот, это наше сознание, то, из чего мы принимаем решения. А дальше идут наши убеждения. Во что я верю? Что самое важное для меня в жизни? Вот эти 2 вещи. Что такое убеждение? Это то, во что вы верите, то, что вы когда-то либо приняли на веру, как истину, и вы даже не можете подумать как-то по-другому. Самый банальный пример. Я питаюсь правильно, человек верит, что вот он питается правильно, и он даже не может посмотреть со стороны, а может быть он допускает какие-то ошибки, может это питание не есть, вот истина в последней инстанции, может есть что-то еще, на что обратить внимание, Или мы верим, что необходимо обязательно есть белок, он необходим, прямо белок, про что вы постоянно слышите. Это тоже определенное, убеждение складывается в нашем мозге, и мы думаем только о том, а где нам достать белок, и мы отбрасываем всю остальную вариацию в нашей жизни, всех остальных аспектов, которые влияют в питании на наше здоровье, и на наш уровень энергии, на нашу красоту. Вы понимаете, что на все тело оказывается влияние. Дальше, а есть ценности еще. То есть, что самое важное, это такое обобщенные группы убеждений. Например, человек может сказать, что самое важное для меня, для меня здоровье самое важное. И если у человека есть ценность здоровья,
тогда у него и убеждения какие-то есть по поводу здоровья, что надо правильно питаться, что надо заниматься спортом, что надо следить за образом жизни. Соответственно, его стратегии и навыки под это начинают подкатываться. И дальше действия становятся такие же, и результат. Поэтому, когда вы что-то хотите делать, прикладываете к этому дисциплину, пашете, но у вас там не получается и вас откидывает назад, это просто потому, что на уровне бессознательного есть неверные убеждения, есть неверные ценности. То есть, если у вас ценность там здоровья, ее вообще нету, или вы разговариваете, но у вас не может не быть ценности здоровья. Все люди, которые здесь собрались на этом мастер-классе, так или иначе, есть ценность здоровья. Может быть, она стоит не на первом месте, потому что есть иерархия, ценность. Для кого-то там деньги, семья, богатство, еще что-то может быть там выше. И в зависимости от этапов нашей жизни у нас это может переключаться. На первых этапах у нас обычно нету ценности здоровья. А вот после там 30 у нас сразу появляется ценность здоровья. Мы начинаем задумываться, что бы мне такое сделать-то, чтобы свое здоровье сохранить? Как я могу обменять, опять же, деньги на здоровье? Это все в нашей голове. Это вот ваши ценности. Если, например, в вашем окружении есть люди, вы им говорите, иди посмотри мастер-класс Владимира, он там вещи очень крутые рассказывает, человек говорит, да слушай, нахрен мне это надо, короче, я пойду пивка попью. У него просто нету ценности здоровья, ему это сейчас не надо. Вы ему можете доказывать что угодно и объяснять. И отсюда очень важное правило, не надо никого спасать и никому ничего объяснять, помогать и доказывать. До тех пор, пока человек сам к вам не придет и не спросит, слушай, а что ты такое делаешь, что ты стал классно выглядеть, что ты похудел? И когда человек к вам обратится, тогда вы можете ему помочь и начать что-то подсказывать и рассказывать. А до тех пор направьте все внимание на себя. Мы очень часто отдаем победы свои другим людям и делаем это для кого-то другого. Возьмите вот ответственность на себя и поймите, что это вам надо. Вам нужно прокачать свою тачку. Не для кого-то, чтобы там кому-то показывать. И это, конечно, тоже, потому что мы всегда хотим классно выглядеть, чтобы на нас обращал внимание противоположный пол, мы там ловили на себе взгляды и так далее. Но в первую очередь, чтобы мы сами просто вот кайфанули от того, что я крут, слушай, блин, я могу вот это сделать, я классно выгляжу, я хорошо себя чувствую. То есть сделать из себя автомобиль самого высокого уровня, самого высокого класса. И вот это будет ваше домашнее задание. Вы подумайте, к чему вы хотите прийти. У многих просто нету цели, нету картинки в голове, к чему хочется прийти. Подумайте о том, к чему вы хотите прийти. Это очень важная вещь. Потому что если у вас нету цели, потому что вот вы же многие писали в чате, я просто там послушать, посмотреть. Ребят, поставьте себе цель того, чего вы конкретно хотите. Там, в качестве жизни, в вашем теле, с точки зрения внешнего вида, например. Какой-то физической активности. Восстановление здоровья, конкретную цель себе поставьте, к чему вы хотите прийти. Ну и последний уровень, здесь миссия, идентификация, это очень важные вещи, но о них нужно говорить, когда вот есть все вот это остальное. То есть идентификация — это то, как мы себя идентифицируем, но это уже немножко в другой раз. Это очень мы сейчас кратко прошли, чтобы вы имели такое представление, как вообще мозг функционирует.